Рад приветствовать всех зрителей на канале. Сегодня у нас по программе будет две посылочки от зрителей канала. В общем, первая посылочка у нас от подписчика Анатолий Анатольевич, место Днепро. Это уже вторая посылочка от подписчика. Вот. Так, начнем с маленькой, а вторая, кстати, тоже будет от подписчика, который уже отправлял. Вот. Просто заранее попросили, поэтому делаем распаковку. Вот. Начну с маленькой. Почему? Потому что та большая, я ее оставлю напоследок. Как говорится, начнем с лайтового, а закончим хардовым. Так, тут у нас номер карты на листике, больше ничего нет. Так, это у нас латунь. Это у нас вилка на проверку. Так, тут у нас медяха. А тут у нас процессор. Так, больше ничего нет. А тут у нас процессор. Гладкий верх, темный низ. Так. Вот такой вот Pentium, короче, пенек. Оп, скажем так, пенек. Так, ну начнем с самого простого. Это у нас медяха. Медяху можно взвесить на вот этих весах. Они у нас до 2 килограмм, по-моему, берут. Поэтому на них можно спокойно взвешивать. А меди 325 грамм. Пишем. Медь на таких, как говорится, точных, тонких весах, как говорится. Многие пишут в комментариях, типа, медь на ювелирных весах взвешиваете. Медь 0,325. Это у нас получается 96 и 8, 104. Так, медяха есть. И латуха. Так, латунь 500 грамм. Латунь 0,5 на сколько у нас получается? 190. Это у нас получается 95 гривен. Так, ну все, в принципе. Вот реально, когда такую посылку делаешь, аж, как говорится, голова отдыхает. Это у нас что? Это со вчерашнего еще осталось. Так, и теперь будем проверять вилочку. Для проверки вилочки тут у нас стоит 800. Вот. Ну, это может быть как и проба, так и толщина покрытия. То есть несколько вариантов может быть. Вот такая вилка. Подписчик вчера в комментариях писал, а когда вы до моей вилки дойдете? Короче, ну, в принципе, состояние у нее не очень, так скажем. Мне, конечно, можно ее довести до хорошего состояния. Вот. Но мне в любом случае нужно будет сделать надпил, чтобы ее проверить. Надпил я буду делать. Где бы мне сделать надпил, чтобы сильно ее не, как это правильно сказать, не повредить. Вот. Можно сделать надпил где-нибудь. Какое место выбрать? Я думаю, где-то здесь. Все. И ничего с ней не случится после такого надпила. То есть, если, чтобы ее восстановить предыдущее состояние, она здесь заполируется просто. И все будет хорошо. Так, все, зачистили. И теперь момент, как говорится, проверочный момент. Так, не горячая, ну, чтобы была обычной температурой, чтобы хромпик не свернулся, короче, скажем так. И получаем вот такой вот очень даже хороший
хороший результат. Вот. Все у нас покраснело. И, в принципе, даже и толщина никуда не ушла. Вот. Короче, вот такая вот краснота у нас получилась. Вообще, в принципе, да. Не, ну по ней видно, что она серебряная. Гнется легко. Такая прям мягкая, да, скажем так. Вот. Ну и в любом, да, месте, вот в любом другом месте она у нас будет вот так вот краснеть, короче. Вот. И там, где я надпил сделал, так, вот тут мне что-то цвет не нравится по краям. Что-то мне цвет здесь не нравится. Так, надо вытереть. Сейчас, знаете, что я, наверное, сделаю? Я чуть глубже надпилю, потому что я особо сильно как бы не счухивал. Так, ну так будет достаточно. Так даже более ровнее получилось, глаже. Все. И теперь еще раз проверка, потому что толщина посеребрения может быть очень даже приличной. Поэтому надо к этому моменту подходить, как говорится, очень тщательно. Все. Есть. И еще раз проверяем. Так, и получаем красный наш цвет, реакцию на серебро, как и здесь. То есть все одинаково. Теперь точно я могу быть на 100% уверен, что это 800-я проба. И будем взвешивать. Будем взвешивать на весах с ценой деления 2 нуля после запятой. Как скажем, на более точных весах. Так, и вес вилки получается 57 грамм. Пишем серебро 800. Это у нас такая же проба, как у технических контактов немагнитных серебряных. Получается 57,06 на 57,06 на 31,5. Так, все, отлично. Вот такая вот, короче, у нас реакция. Вот. Ну, чтобы я просто ближе показываю, чтобы видели, да, какая разница получается. В принципе, в предыдущем видео уже есть с проверкой таких вещей. Вот. Так, это есть. И процессор у такого плана у нас получается 200 гривен. Пишу CPU 200. Так, ну и все, в принципе, да. Такая вот легкая посылка. И можно подбить. Так, это убираем. Это пока убираем. Все в сторону. Весы в сторону. Потому что сейчас нужно будет место под вторую. Так, а эту мы подбиваем. У нас получается не подсчитано только вот эта позиция. То есть тут у нас получается 75, 1575 и 210, 210, 220 получается, 225, короче. Итого у нас получается 1700, 1800. Это за
Это вот эта вот позиция у нас 1800. А общая сумма получается у нас 200, 2000. Супер. Вообще четко. 2200, короче, получается. У нас прям четко. Вот, без всяких плюс-минус, там, 1, 2, 3. Так, в общем, и переходим тогда к следующей посылочке. Сейчас я тогда паузу поставлю, и мы продолжим. Так, а вторая посылка у нас от подписчика. Сейчас скажу. Вторая посылочка у нас от подписчика Сергей Дмитрович, СМТ Иванкив. Так, что у нас получается? Открываем по центру. Открываем по центру. Так, что у нас тут получается? Смотрим. Так, ага, тут данные есть. Подарок. Утка. Спасибо. Большое спасибо. Это, наверное, этот самый, как может для подсвечник или под лампочку, короче. Ну, прикольная утка, короче. Спасибо за подарок. Вот. Так, идем дальше. Ого, весла какие. Это МНЦшка. МНЦшка, ложка. А вот это, конечно, серьезный аппарат. О, какой. Тоже МНЦшка. Маркировка стоит. Прикольно. Ну, таким, конечно, борща налить солидно. У меня, допустим, металлический из нержавейки, Аполлонник. Так, не. Один металлический, один пластиковый. Так, это мы пока откладываем. С краю будем вытаскивать все. Так, это у нас что, алюмасик. Пакетики. Пакетики алюмасик. Еще алюмасик. Так. Еще алюминий. И еще алюминий. Короче, много алюминия. Так. И 2 пустых кулечка. Так, убираем. Тут у нас всякое разное. Будем высыпать, смотреть. Тут у нас... но тут надо разбираться. Тут и серебро, и не серебро, короче. Ну и посеребренка крупная. Она как медь пойдет. Она не пойдет как посеребренка. И латунь. Все, в коробке больше ничего нет. Раскладываем наши все эти дела. Ну и будем, короче, взвешивать потихоньку. Сначала начнем с МНЦшки. Так. Надо еще так припарковать его, чтобы она нормально взвесилась, нигде не касалась. Так, как мы это будем осуществлять? Длинная ручка. Короче, сейчас будет еще та история. Вот так вот вроде нормально, но он что-то... О, все, лежит, нигде не касается. Сейчас покажу, что нигде ничего не касается, короче. А так ложку положим. Все. Вес не видно. Как бы сделать так, чтобы вес увидели подписчики. Так, по идее так видно. Сейчас я зафиксирую. Вроде видно. Сейчас пусть оно потемнеет, экран. Вот. Все, 291. И сейчас я еще немного вот так вот сделаю. Так вот даже может лучше будет видно. Короче, 290 грамм, короче. 300 грамм пишу. На всякий случай. МНЦ 0,3 на 600 сделаем. Так, это есть. Идем дальше. Латунь. 300 грамм. Латунь 0,3 на 190. Есть. И медь. Меди у нас 250 грамм пишу. Меди
медь 0,25 на 320. Так, есть. Что у нас остается дальше по плану? Алюминий мы будем на больших взвешивать в самом конце видео. Вот. Теперь нам надо разобраться с мелкими деталями. Я их, наверное, вот сюда на крышку высыплю. Тут у нас просто все подряд. Так, импортные разъемы. Вот такие вот. Что там внутри? Ну, они желтые, конечно, вот, но они... Цена у них совсем далеко не такая, допустим, вот как у советских разъемов. Так, ну это нас не интересует. Этот сейчас раскрутим, посмотрим. Ну это тоже, но это импорт, короче, не знаю. Это нас тоже не особо интересует. Так, это откладываем. Это у нас хороший транзистор 602. Так, это у нас посеребренка. Он видно даже хорошо. Это нам тоже не интересно, откладываем. Это у нас тоже посеребренка, откладываем, нам не интересно. Так, это у нас импорт с желтыми ногами. Это у нас Rolex. Ну, с таким Ролексом, конечно, можно, я не знаю, как бы это уровень прикольный, да, подделка, конечно. Вот. Такие вот подделки, короче, китайцы делают. Вот. Делали и делают. Так, откладываем их сюда. Это то же самое. Это у нас посеребренный, неинтересный нам. Так, это у нас часы какие-то были. Ну, как бы тоже мусор, скажем так, да. Так, полевичок. Еще разъем с желтенькими. Ну, будем как-то считать, не знаю. Тут тоже вроде желтенькие ноги. Это неинтересно. Тут тоже желтенькие у нас ножки. Это тут тоже желтенькие. А это уже, как говорится, скажем так, ну, одним словом, можно сказать, что это мусор. Вот. А вот эти ножки с тех разъемов, вот такие вот, короче. Я их сейчас выберу. Тут еще вот 603 есть, 2. Ну, будем как-то считать, не знаю. Импорт, конечно, современный. Вот. Будем считать, будем считать. Так, чтобы никого не обидеть. Так, в общем, вот это нам не надо. Вот это нам, как говорится, а вот еще поливик один выпал. И вот я вижу еще бескорпусную КМ-ку. Магнитную. Туда ее. Так, ну в принципе поэтому все. Я за эту кучку 50 гривен пишу, чтобы подписчик не расстраивался. В общем, и откладываю в сторону. Вот. А вот это сейчас будем считать. И вообще как бы не откладываю в сторону, а нам это надо высыпать назад, потому что нам крышечка нужна. Нам нужна крышечка. Не хотит. Это убираем. Так, мусор высыпаем. Короче, что я хочу сказать. Посчитаем вот эти маленькие штырьки по гривне. Сколько их тут? 4, скажем так. Нет, вот, сейчас скажу. 4, раз, два, 3, 6, 10. Тут 6, 16. И тут 4, 20. Короче, пишу 20.
А тут большие штырьки. 5. И раз, два, три. Сейчас. 5, 8, плюс 4, 12, плюс 5, 17, 20, 24. 24, 50 гривен напишу. Не знаю. Никогда с таким не сталкивался. И поэтому, если вдруг у кого-то есть предположение, почем такие штырьки можно считать, в принципе, можно будет пересмотреть этот момент. Но это у нас импорт, причем очень свежий, скажем так. И поэтому надеяться на какую-либо цену смысла как бы нет. Поэтому как бы я откладываю эти разъемчики и переходим... переходим к деталькам. У нас тут еще раз, два, три, четыре, 6. Пишу 12. 12. Убираем. Потом 2 полевика. Это у нас 36. 2 603 80. И 602 50. 50. Есть. И остается серебро. Сейчас мы его рассортируем. Потому что вижу, что тут все подряд. Так, один застрял. Все, больше ничего нет. Короче, что у нас тут получается? Это у нас не отпай. То есть получается вот пластина, да, на ней контакт. Не отпай. Это у нас с разъема лигатура. Сюда ее. Это у нас контакт на MIDI. Сейчас я его проверю кусачкой. Как-то он подозрительно не похож на контакт. Не, контакт на MIDI. Все нормально. Буду их откладывать сюда. Вот такой, допустим, на пластинке полностью серебряный, он еще пройдет как в контакт на MIDI. Если медный на пластинке, то не проходит. Вот, допустим, вот. Так нельзя делать. Вот контакт на MIDI, да, видно заклепочка медная. И еще и на пластинке сверху. Это такое, не знаю, я их откину вот сюда, посчитаем их по 5 гривен грамм, скажем так. Вот тут вообще толстая пластина, такое никак не посчитаем. Вот. Это у нас что такое? На ножке. Контакт на ножке, на пластине получается. Не знаю, нет. Это откладываем сюда пока. Тут та же беда. Ну такое как бы, ну я не знаю, нет смысла как бы отложить. Это надо было просто газом отпаивать вот эти все вещи. Вот. Тоже вот такой здоровый, недочищенный, короче, контакт. Вот. То есть вот это у нас нормальный контакт. Это тоже нормальный контактик. Опять та же песня. Не знаю, надо газом снимать. Я вообще такими вещами не занимаюсь. Я, то есть беру уже, чтобы снятое было. Я не беру контакты на разборку, короче. То есть я всегда пишу, чтобы типа, как бы сами объясняю, как лучше сделать. Но я этим не буду заниматься, иначе если я начну заниматься распайкой контактов, то я просто вообще еще не скоро начну выкладывать видео на YouTube. Вот, буду заниматься только распаиванием. Поэтому как бы без обид. Вот. Но говорю как есть. Так, это лигатура, кусок с контактом на конце. Еще контакт. Еще контакт. Как бы это ваши, как сказать, ваши деньги. Вот. Лучше потратить больше времени, не сразу, там, со временем, чем, допустим, вот так вот отправить, потому что я не уверен, что это вообще выгодно, в принципе.
Вот. Плюс вот эти мелкие контакты, с ними так тяжело их вот это перебирать. То есть очень все это тяжкое, короче, мероприятие. Так, это контактик нормальный. Это у нас на меди, на пластине. Это чистый контакт. Это тоже чистый. Эти не чистые с пластинками. Это чистый. Чистый. Это медный полностью контакт. В общем, такая вот у нас ситуевина получилась. Так. Это нормальный контакт, это нет. Этот можно к намеди. Ну, в принципе, все. Все остальное недоработанное. Недоработанное, нечистое, короче, серебро. А вот еще один контакт на меди. Все, а с этим я даже не знаю, что делать. Тут и веса как бы не так уж и много. Сейчас я лигатуру уберу. Лигатуру уберу. Тара. 24 плюс вот эти здоровые. 44 плюс вот эти еще. 50 грамм. Вот тут с 50 грамм, возможно, вот если вот эти два большие, да, убрать, останется 30 грамм, с большими 50. А по факту здесь серебра может быть, ну, менее 10 грамм. То есть я как бы, я не знаю даже, как это посчитать правильно. Я посчитаю по 1/4, 1/5. 1/5 это 10. Даже не знаю, 100 гривен напишу. Напишу 100 гривен, и я опять же этим заниматься не буду. Я это просто кину куда-то, и оно так вот будет валяться. Как бы я специально посчитал, чтобы подписчик, ну, чтобы у нас с подписчиком этот вопрос как бы, ну, не висел. Ну, а вообще в целом это будет как урок. Вот, что лучше, в каком виде лучше все это подготавливать. Вот. Вообще на самом деле крайне редко вот в таком виде приезжают, потому что многие понимают, что лучше так не отправлять. Так, на меди это у нас на 44 гривны. Вот. И остаются вот эти контактики. Сейчас я магнитом по ним пройдусь. Оп. Вот, пожалуйста, вот эти три здоровых это магнитные. То есть получается не магнита всего лишь 3,7. 3,8, короче, 3,8 на 31,5. А магнитных 7. 7 на 22. Ну и в принципе все. И остается у нас сейчас только алюминий взвесить. Сейчас я тогда пойду возьму большие весы. Большие весы возьму. На паузу пока поставлю. И мы сейчас закончим с алюминием. Так, в общем, продолжаем наше нелегкое дело. Включаем весы. Буду по одному пакетику взвешивать. А может сразу и все. Посмотрим сейчас, влезет оно на весы одним разом или нет. Так. Раз, два. Я думаю, что влезет. 3. 8,5 килограмм. Так, у нас тут недостающая позиция.
8,5 на 47. Есть. Отлично. Ну и в принципе все. Опа. Такая вот у нас получилась супер, мега быстрая, а может и не быстрая распаковка. Так, тогда будем считать. Я думаю, в принципе, без калькулятора можно и обойтись, правильно? 180, 57. Тут у нас получается 80. Так, тут у нас получается, сейчас эти подобьем. Тут у нас получается 122. Тут у нас получается 154. Правильно? Да. Тут у нас получается 320, 376, 380 и 400. Думаю, что правильно. Да. Так, а здесь у нас получается 120, 130, 160, 170, 250, 300, 400, 442. 442. А теперь подбиваем общую. Вот это у нас цифры. Вот. Кто-то напишет по-любому, что что, калькулятор не взял. Ну, не взял и не взял. Так, 260, 317, 320, 720, 760, 880, 980, 1030, 1400, 1440 гривен у нас получается вторая. Как бы все скромно, очень даже хорошо и неплохо. Единственное, что момент по второй посылке, большой момент и для подписчика, и для зрителей канала и подписчиков канала. В общем, по серебру момент. Учтите это, как бы, ну, я в принципе в процессе распаковки, я думаю, все поняли, да, к чему я клоню, в каком виде должны быть контакты. В общем, что я хочу сказать. Всем хорошего дня, всем приятных просмотров на YouTube. Спасибо, что смотрите канал, подписывайтесь, ставите лайки. Спасибо большое за то, что под каждым видео много комментариев. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.